Привезли уже матрасы, просто погладили, ничего у нас не получилось. Что очень, не очень, так скажем. Видите, как красиво. Только не видно, но мы скоро найдем. Поэтому мы занимаемся такими мелочами всегда. Там жижа, говнолин. Ну, морозы крепчают, наше желание работает тоже, так что работаем дальше. Всем привет, с вами Ракета, объект Кудрово. Мы здесь делали подготовку к основной дороге от части до объекта и делали временную дорогу вокруг фундамента, да, чтобы можно было работать, вот заливать, видите, заливать стенки, чтобы все это было удобно. Сейчас же мы приступаем к установке габионов. Господа, хочу вас более комплексно ознакомить с проектом. Это у нас вид сверху. Здесь мы будем ставить габионную стенку, которая будет состоять из двух разных профилей, чуть позже скажу. Общая длина будет 180 погонных метров. Мы видим, что наш участок находится в низине и примыкающие территории находятся выше. Следовательно, какой выход? Лить бетонную стенку, это дорого. Не делать стенку, тогда нам нужно делать уклон минимум 1 к 1,5. Так получится, что мы съедим здесь минимум 3 метра, здесь будет вынос, а вероятнее всего там 3,20, 3,30, там нужно точно считать. То есть 3 с чем-то погонных метра, да, то есть сколько здесь квадратных, если перемножить 3 на 180 получится, мы съедим. Вот, поэтому мы ставим здесь габионы. Габионы, сейчас покажу нам. Вот, то есть они вот так вот будут стоять, да, у нас здесь это геодезическая, для геодезической разбивки. Вот, мы делаем два профиля. Профиль 1, 2 метра, 2, 23. Видим профиль, что изначально мы делаем подушку из боебетона. Это не типовой момент, чуть позже расскажу о нем. Матрас Рено сюда кладем высотой 23 сантиметра. И дальше ставим 3 кубика. Обратную засыпку будем делать песком и обратным грунтом. Об этом опять же позже. И мы видим, что вот наша грань участка. Да, здесь будет стоять непосредственно забор. То есть мы видим, что от нас мы съедаем буквально 25 сантиметров нашей земли, и остаток габионов будет стоять уже на земле чужой. Вот, собственно, что, приступаем, поехали, сейчас поэтапно очень будет сосредоточено здесь будем на основании, вы поймете, почему здесь так много делаем, да, такую отсыпку, и впоследствии уже более быстро пойдем делать габионы. Пожалуйста, смотрите, все поэтапно сейчас вам расскажем. Хорошего просмотра. Сейчас в чем прелесть габионов? Их можно всегда подкорректировать, да, если что-то выперло, починить, соответственно, и это очень удобно, и мы сэкономим площадь. Сейчас мы будем подготавливать основания под габионы, будем снимать как раз грунт, вывозить основание из бетона 60 сантиметров и, соответственно, уже на это основание класть матрас типа Рено как основа, фундамент, да, под сами габионы. И далее уже габионы сетчатого типа. У нас 450 получается метров кубических габионов будет, считаются они в твердом теле, на вот примерно 180 метров погонных. То есть здесь будет профиль 2,23 габиона высота, а здесь 1,73 м. Вот такая работа у нас предстоит. Планируем сделать за 1,5-2 месяца, да, как пойдет, как морозы, погода. В целом, пока все благоволит. Вот, уже привезли нам часть габионов, так называемые матрасы, да, это будет нижний у нас, нижний слой, ну, как бы он такой, как опорный. Будет матрас, он невысокий, да, но очень широкий, будет держать свою конструкцию. Да, у нас все подмерзла земля, да, будут морозы, поэтому мы экскаватором сначала одеваем гидромолот. И сейчас будем стенку нашу отдалбливать для начала. Так, вот мы вяжем габионы, да, по ГОСТу у нас должен быть 1 через 2 узла, но мы вяжем 2-2. Даже, как показывает практика, опытные сотрудники, бывает, пропускают один моток. Поэтому для надежности, да, проволока, ну, расходный материал, мы делаем 2-2 на каждую. Это более надежно, более уверенно и минимизирует все ошибки с пропуском швов. Да, смотрите, промерзло все очень сильно. Боковая стенка, она мерзла и сверху, и сбоку. То есть ветер ее продувал. То есть просто земля, можно было 20 метров отдолбить и покопать уже. А здесь получается у нас двойное обморожение, поэтому очень сильно промерзло, да, и поэтому только молот нас спасает. И вот мы сейчас, видите,
все, видите, как бетон. То есть, ну, даже не сразу рушит все. И вот так вот частями мы потихонечку стенку задолбим. Вот уже наши собранные конструкции стоят. И, соответственно, мы продолжаем подготовку к основанию. У нас экскаватор нигде не работал, как вы помните, был сломан. И, соответственно, сейчас он долбит, видите, глина. Глина просто в бетон превратилась. Кажется, как будто бой бетона долбим, да, и у нас получается бетонные глыбы. На самом деле эта глина промерзла. Я опять говорил, с двух сторон, сверху, снизу. Очень сильно. Поэтому, вот здесь, видите, пытались вот зашурфиться ковшом. Просто погладили, ничего у нас не получилось. Соответственно, пока собираем. Еще 2-3 дня собирать конструкции, поэтому 2-3 дня мы будем подготавливать основания, доделывать. И приходить дальше к дальней стенке. Здесь чуть поменьше отступ. Метр будет у нас. Стенка меньше, габион сам меньше, нагрузка меньше. Соответственно, все уменьшается в прогрессии. Чем меньше нагрузка, тем меньше габион, меньше высота. Не будет такого давления. Соответственно, он уменьшается и уменьшается матрас. Если здесь у нас будет стоять матрас 2-метровый на 2 метра высоту, то здесь будет стоять матрас 1,30 м. Да? 1,30 м. Но основание мы готовим все равно 2 метра бетонного. Потому что грунтовый трансформационный каток валет 2 метра, 2,5. Основание 2,5 метра. Поэтому будем все это закатывать сначала, а потом уже габион ставить и матрас подрезать под 1,30 м метровый. Как вы видите, по одной стенке, да, вот у нас этой отметки наверху, мы уже вырываем для подготовки основания, пока в черновую. Сейчас дадим отметки дна канавы. Потому что у нас будет 60 сантиметров подушка, это 50, наверное, бой бетон и 10 ЧПС. Хочу упомянуть, что важно, что обычно, когда ставят габионы, под них просто песком выравнивается, и особенно, то есть габионы даже не всегда на матрасы Рено ставятся, часто ставятся просто кубики вверх и все. Матрасы Рено ставятся, когда у нас мало опоры, да, нам нужна дополнительная опора, то есть они более широкие, они ставятся, то есть на каких-то болотистых грунтах и так далее. Вот. У нас же здесь, напомню, что когда-то было озеро, и впоследствии оно было отсыпано, то есть там жижа, говнолин, как ни назови. Поэтому здесь требует более хорошей подготовки, и мы здесь уже делаем 50-60 сантиметров боя бетона и расклинцовываем, выравниваем все ЩПС. То есть здесь это обосновано. Обычно в более типовых габионах так не делают. Габионы ставят либо на матрас Рено, либо прямо сразу же кубик ставят на выровненный песок. Вот видите, уже вырываем, ставим отметки и начинаем в чистовую выкапывать одно основание. Пока готовится основание, да, как вы видите, люди вяжут габионы, что потом, наверное, время не тратить, да, потому что все равно это 3-4 дня забирает, даже, можно сказать, 5. Плюс еще нам будет делать опалубку под габионы, чтобы их не выперло, чтобы они была геометрия ровная, да. Это тоже займет пару дней, люди будут собирать. Соответственно, пока мы делаем основание, собираются габионы и опалубка. Как только мы все сделаем, сразу же готовые матрасы, они чуть поодаль стоят, вот они, матрасы Рено устанавливаются. Видите, мы вырыли корыто под основание, под габионы. И как видите, да, зима в Питере была, ну такая, скажем, холодная, да, вот эти морозы, и земля промерзла на 40 сантиметров. Это учитывая, что это боковые стенки, то есть они больше промерзли 40 сантиметров. Поэтому мы рекомендуем в целом всегда делать подушку, ну, 40-50 сантиметров. Для Питера это достаточно. Если делать по ГОСТам, да, 1,5 метра, то это будет несоизмеримо дорого. И, в принципе, для питерской погоды не так актуально, так скажем. Возможно, будут, да, какие-то года прям жесткие морозы, но это очень редко. Поэтому вот такая подушка 60 сантиметров вполне. То есть вода не будет ее доставать, промерзание будет, ниже нее не будет, соответственно 60 сантиметров оптимально. То есть у нас приехал каток, мы завозим бой и, соответственно, прокатаем наше основание под габионы. В прокате сначала разбираться, посмотрим по слабые места основания, если что, там где-то, может, плавуны, их выберем.
засыпем сухим грунтом, прокатаем и начинаем отсыпаться боем. Прокатываем аккуратно, да, по чуть-чуть. Видите, у нас сделано 3 метра, 2,5 ЩПС, и на 2 метрах будет лежать матрас Рено от Габиона. Соответственно, чтобы расстояние было от стенки, и здесь расстояние, чтобы все равно у нас грунт не уплотненный и чуть уходит все равно, понимаете, само основание. Соответственно, сейчас мы все прокатаем, забиваем колышки по двум сторонам, даем отметки высотные. У нас в горизонте идет основание под Габионы. В производстве наших работ находится кабель Транснефть. Соответственно, запрещено копать в его зоне 2 метра и по оси. Но, соответственно, из тех условий с представителями компаниями все это можно делать, но нужно согласование. То есть под контролем, только вручную, ни в коем случае не повредить, потому что это очень дорогостоящая операция по восстановлению. И, соответственно, ракета как работает, видите, трассоискателем, ищем кабель, шурфим его вручную лопатами, находим, и далее только уже после тех условий его уже в короб, ну или как скажет представитель Транснефти, мы его упаковываем, чтобы он не повредился, чтобы на него всегда был доступ. И после этого только мы будем продолжать работу на этом участке. Заканчиваем участок первой стенки Габионов, основание подготавливаем ЩПСом, выравниваем, чтобы было идеально ровно. Габионы, напоминаю, кладутся в горизонте, соответственно, делаем идеально ровное основание в отметку под Габионы. Выравниваем бой с ЩПСом. Кладем 110, 10 сантиметров, чтобы было плотно, уплотним. Здесь у нас, видите, маленькая вода, мы отсюда воду уводили с полотна, потому что все растаяло, накапало. И далее вот у нас этот участок тоже выгрызается экскаватором, уходит туда. Соответственно, всю эту воду будем потихонечку уводить туда и в конец участка по Какмановскому шоссе, по канализации. Соответственно, когда будет стоять бой, он будет как искусственный дренаж тоже водить воду. Плюс будет туда немножко именно не боем, бой будет нас лежать в горизонте, а основание будет немножко под уклоном, чтобы вода уходила по основанию, по бою. Смотрите, основание под первый Габион почти готово, да, под дальнюю стенку. Вот большой Габион. Соответственно, видите, вот у нас отметка идет, и мы делаем чуть выше ЩПС сразу, потому что каток уплотняет где-то 1-3%, да, то есть делаем всегда выше, чтобы выйти в наши отметки. И уже завтра будем укладывать матрасы Рено и засыпать их. Соответственно, перед этим выйдет геодезист и разобьет нам точки, которые дадут уровень, то есть граница будет точно по низу, да, мы разбивали по верху, но все равно, когда приносишь проекцию, если просто на глаз, поедет все. Лучше точно разбить центр, поэтому мы отобьемся, где-то точки 4-5 сделаем и уже поставим матрас. Матрас уровень по линии, уже от них будем работать. Да, поиск Транснефть кабеля оказался не так прост, да, уже 5-й час ребята, видите, вручную копают, то есть, прибор показывает, что вроде здесь, да, здесь точно, глубина непонятна, уже выкопана под метр. Его нет. Нашли старый резервный кабель, который меняли, когда была здесь авария 3 года назад. Соответственно, роем дальше. Но это того стоит, потому что замена очень дорогостоящая. Да, и повредить его техникой, ни в коем случае нельзя. Мы закончили искать кабель. Он здесь, да, вода просто не видно. Он там. Завтра по светлу покажу. Чуть копаем, где он находится. Уже вечер, да? 6 вечера, вот только кабель мы откопали. Здесь смотрите, где у нас стоял. Вот здесь у нас стоял столб ограничений, и у него 2 метра. И получается, приблизительно он в 2 метра туда и попал, понимаете? То есть очень аккуратно. Если написано 2 метра, то это прям... Возможно, он 2 метра слева или право от столбца. То есть вряд ли он где-то под осью. Ставят приблизительно. У них на это есть, так скажем, полномочия и разрешения у Транснефти. Поэтому, если где-то копаете, такой стоит знак, не думайте, что ага, он где-то под столбом, я тут покопаю рядышком, нормально. То есть не буду там полметра доходить до столба. Нет, он в смысле находится прям в 2 метрах от этого столба. Сейчас его переставили,
Но сам факт остается фактом, что мы искали возле столба изначально, где думали, вместе, где думали мы, где думали специалисты Транснефти. Но по итогу оказалось так, что он находился в 2 метрах от этого столба. Да, закончили основание. Все в отметочку. То есть у нас получается от фундамента, не от верхней точки, где плитка, да, а от фундамента. У нас здесь 60 сантиметров перепад сейчас идет, как по схеме. По Балтике 11,90, фундамент 12,60. То есть все в горизонте выставлено. Соответственно, видите, да, что крайне ровно, но здесь у нас крайне играет роли, да, и нет смысла заморачиваться, что это все будет закопано боем. Выше будет уровень асфальта, где-то сантиметров на 30, чем здесь все. Это у нас здесь для матраса. И для матраса всего 2 метра, здесь где-то около 3, чтобы все держалось, чтобы каток прокатал хорошо, чтобы основание было прочное. Соответственно, матрасы мы ставим уже сюда. Матрасы ставим. Их засыпаем, ставим габионы, и потом уже верхний слой подсыпется, и матрасы будут стоять. Ну, плюс матрасы, плюс подсыпка, удержание, все это встанет очень хорошо. Сегодня мы наше готовое основание, которое вчера подготовили, укладываем геотекстиль и на него габионы типа матрасы. Матрасы Рено, да, это для основания, то есть они невысокие, 20 сантиметра, но широкие, 2-метровые. Соответственно, они будут держать весь габион. Это основание габионов. То есть мы сделали основание плотное, потому что у нас грунт, да, из боебетона, из ЧПС, а это основание уже под габион, чтобы сам габион стоял, его опорная точка. Сейчас их выложим, их свяжут, и завтра уже приедет геодезист, мы отобьем точки оси нашей границы, и, соответственно, их просто подвинем, поправим, и в таком формате будем работать. Камень придет сегодня. Вот мы возим грунт, да, специально, чтобы было удобнее работать, подавать. Перемещаем его пока по месту, вот туда. И, соответственно, наша задача убрать весь грунт. Убрать весь грунт. И уже здесь где-то материал складировать, чтобы его было удобнее подавать. Смотрите, матрасы мы связываем, соответственно, связываем. Здесь можно связать через один, да, моток, один через 2. Соответственно, потому что когда будет крышка закрываться, и это будет еще, вот этот участок будет еще раз прошиваться, да. И еще раз проверять, то есть тоже будет 1 через 2, то есть тут уже мотков, ну, точно не пропустишь. Тут в этом моменте именно можно делать 1 через 2. Когда мы собирали габионы, помните, мы делали 2 через 2, потому что, ну, бывает, люди все равно пропускают 1. Здесь же немножко другая история, потому что еще раз будет провязываться крышка. И все провяжется в любом случае очень надежно. Для того, чтобы матрасы шли ровно, да, делается вот не опалубка даже, а вот просто досками ровными линия выстраивается, чтобы у нас край был ровный. Даже в том случае, что у нас этот матрас будет под землей, да, под основанием, под асфальтом, не видно его будет. Но мы делаем сразу ровно, в любом случае, чтобы это все выглядело эстетически красиво. Что это не много времени занимает, но в целом делает все аккуратней и лучше, да. Лучше, зачем как бы делать хуже, если можно сделать сразу хорошо. Поэтому мы занимаемся такими мелочами всегда. Вот приехал тонар. Видите, красный щебень, да. Он лучше укладывается, лучше уплотняется. Нет таких граней, как у серого. Но на матрасы он прям будет уплотняться очень хорошо. Каждую закроет максимальное уплотнение будет ручкой. Поэтому сегодня мы приняли щебень, подготовили матрасы, связали их, накрыли, чтобы не завалило снега, и вывозим грунт. Продолжаем. Сегодня мы матрас отбиваем вот по оси. Вышел геодезист наш. Соответственно, сейчас мы пробиваем ось границы забора, да, где у нас будет стоять забор. То есть это будет граница кадастровая участка. Соответственно, мы сейчас ее пробьем, выставим матрасы по ней, их заанкерим, чтобы они стояли. Ну, заанкерим либо как-то к земле, либо камнями просто прижмем по всему периметру, чтобы не сдвинуть. И аккуратно потом будем подсыпать уже все это дело камнем с помощью экскаватора. Смотрите, меряем от нашей оси, и вот 45 сантиметров до ребра именно. До ребра. Понизу, это самое жесткое ребро по низу, да. Потому что если это поверху, оно гуляет, а нижнее ребро, оно самое жесткое. Поэтому мы здесь фиксируем мы можем по нему. И так его пришить, и вывернуть наружу пришить. Здесь мы пришить можем как да, угодно. Пришить можем как угодно, поэтому смотрите, всегда жесткие ребра, которые идут, по ним ориентируйтесь.
Ну вот, и вяжите по в ним. жестком углу. Соответственно, вот, смотрите, опять же, наша метка. И вот жесткий угол 45. Это наша константа, понимаете? Где гуляют грани вот так вот, вот так. Здесь нельзя к ним привязываться, потому что они гуляют. Начинаем засыпать матрасы. Матрасы можно техникой засыпать, то есть это все логично. То есть они лучше, ничего не помнется. Метровые тоже габионы, где можно подавать, будет удобно, будем тоже техникой. Далее уже ведрами, руками все. То есть сейчас, видите, он засыпает. Где-то у нас получается для уплотнения где-то куб на 1 габион. И, соответственно, люди дальше руками. Вот, руками укладывают, видите? Чтобы не было. Все это вручную. Чтобы не было зазоров, то есть максимальное уплотнение идет у нас в матрасе. Потом это вот сверху зашиваться и укладывать. То есть у нас техника работает вкупе с людьми. То есть он просто рассыпает, он подает материал, грубо говоря. Такая подача материала. Позволяет площадь, позволяет объемы, ребра жесткости не засыпаются, ничего не повреждается. Соответственно, поэтому делаем так. Это быстрее, производительнее и качественнее. То есть люди меньше устают, занимаются именно работой своей, не переносят лишний раз материал. И вот в таком темпе мы сделаем нашу всю вот площадь. С матраса засыпаются и сразу крышка навязывается, да? Вяжем, соответственно, как я говорил, помните, что мы там провязали через один, потому что у нас еще крышка провязывается еще раз. То есть тут будет прошиваться, и когда будут привязываться верхние габионы, они тоже провязываться, сюда присоединяться. То есть здесь провязка очень частая, получается, большая, и не будет пробелов 100%. И вот так вот сыпем и шьем. Соответственно, мы доделали матрасы, довязали их и выставили второй ряд метровых габионов, да, тоже с такой очень массивный. Тоже, видите, все сетки между собой перевязаны швами. Сейчас будут привязываться все к матрасам. То есть выставили линию. Вот, видите, проволока натянута, это линия. То есть по прямой, то есть не веревка даже, это проволока, да, чтобы точно было натянуто, точные показатели. И от этой проволоки уже равняемся, все вяжем, привяжем проволоку к основанию, к нашим матрасам. И дальше будем ставить щиты. Плюс у нас вопрос, да, возник у заказчика. У нас, получается, складные стоят вот на этом габионе сейчас по проекту. Будет у нас забор 3-метровый. Соответственно, это надежная конструкция, но, знаете, парусность тут еще наверху, питерские ветра. Все равно есть какая-то вероятность, что это может чуть-чуть не сработать. Поэтому предложили заказчику чуть поменять проект и поставить закладные вниз этого габиона. То есть, представляете, да, сколько будет держать? Тут у нас получается метров 20. И со всех сторон будет камень держать эту закладную. Будем ставить асбестовую трубу. Вот. Поэтому сегодня вопрос решится. И завтра уже будем делать, согласно того, как скажет заказчик. Там какое-то озеро, это подводное, было раньше. Соответственно, у нас получается озеро. Выкапываем еще такими же картами. И воду перекачиваем. С одной воды все перекачали, осушили, боем положили, укатали, убрали воду. Дальше участок также делаем, воду выкачиваем, боем засыпаем, соответственно, и утрамбовываем. На этом участке, где вот мы изначально выкопали в отметку, и вода пошла много воды, соответственно, мы здесь будем еще грунт вынимать сырой, и сухой грунт, который вот сверху, и менять его. Тоже прокатывать, чтобы этот момент убрать. Что на воду она не прокатается, потом будут плавуны, и может поехать вся конструкция. Это недопустимо. А вот смотрите, все габионы у нас между собой связаны. Вот у нас отметка, да, по которой мы выравниваем все габионы. Проволочка натянута. И вот между собой связаны. Потом еще крышки будут завязываться сверху, перевязываться. И здесь тоже, когда крышки будут завязываться, тоже все это свяжется, перевяжется. Напоминаю, что все перевязываем в два мотка. И все, само основание будет еще к матрасу у нас привязываться сейчас. Сейчас покажу. Так, соответственно, видите, мы конструкцию делаем цельной. Привязываем основание нашей матрасы вот к этой конструкции. То есть они между собой привязаны. Привязаны еще к основанию. Да, и еще вот перевязываться, когда крышки между собой будут перевязываться. Соответственно, видите, все получается очень прочно. Плюс камень сделает свое дело. После того, как мы поставили габионы, выставляются так называемые щиты, да, опалубка, чтобы не распирала сетку, поддерживала, соответственно, уровень, да, все равно, это же сетка, она где-то подтянута, где-то вытянута, так оставили ее сейчас в уровень при помощи нивелира.
При помощи нивелира мы все это дело выставляем. И щиты делаем в уровень. То есть доску легче выставить в уровень. Привязываем. И по доске уже идет у нас общий уровень. Ровно сетка идет. Когда будет класться камень, он не будет ее распирать. И будет соблюдаться геометрия, да, объекта. То есть у нас получается габион будет ровненький, красивый. Благодаря этим щитам. Да, и на этом участке продолжаем работу. Соответственно, вот эскаватор сейчас. Видите, вот этот хороший грунт. Там с боем. Мы его пока отложим. Чтобы потом, когда будем засыпать основание здесь, где много воды, будем здесь чуть выбирать мокрый грунт, сырой, да, и сухим подсыпать и трамбовать. Так, соответственно, мы выровняли по оси доску, и теперь вот ее привязываем к габионам, чтобы у нас был уровень высотный, да, наш везде соблюдался. То есть вот вся доска выставлена и вяжется. Кроме вот двух досок, двух щитов, там у нас по отметкам, да, идет небольшой перелом. Он визуально не виден, это чисто по топографии, да, но все равно будет, и мы, когда эти доски выведем, соответственно, будем понимать, где этот переломчик небольшой, и по нему уже выходить. После того, как мы по горизонтали выровняли щиты, надо выровнять их по вертикали. Соответственно, делаются такие растяжки, и с помощью уровня, да, мы просто ставим доску ровно. Соответственно, ничего сложного, бывает арматура, проволочка, доска, и накручиваем доску до того момента, пока не выровняем нашу плоскость, вертикаль. Выталиваем основание, да, решили все-таки делать общую длину, не стали картами, потому что здесь оказалось у нас все лучше, чем мы думали, да, воды не так много. Вода это оттуда и сверху. Соответственно, мы пустим воду с нашего конца, которая натекла сверху, когда было тепло. Вот эта вода у нас натекла тарапка, потому что там была канава. То есть это тоже вода. Тут вообще у нас очень плотно, здесь щебень. Соответственно, у нас единственный есть момент, вот видите, эпицентр, там вот прям жижа. Вот эту жижу мы выберем и с сухим грунтом, который лежал сверху, сухой грунт хороший, им засыпем. То есть видите, здесь мы так не делали, потому что здесь все плотно, хорошо. А вот маленький участок, небольшой, где-то получается 5 на 5, там глина такая, жижа, плавун сразу, да, то есть мы его ликвидируем сейчас и просто пересыпем сухим грунтом. И там будет все плотно, хорошо стоять. Потом подсыпем боем и уже пустим каток, чтобы он не утонул. Для плотности. Как видите, первое наполнение трубы стало не камень, да, а вот такие трубы асбестоцементные. Для чего они? На нашем габионе будет стоять забор. Соответственно, надо сделать закладные под профиль, да, забора. Мы сам забор не ставим, но чтобы дальше было ставить удобно, мы сделаем такие вот закладные двухметровые. Потом их только можно будет залить, поставить профиль и выставить забор. Такие закладные будут мертво стоять, то есть забор выдержит любую нагрузку, может 3-метровый, 4-метровый забор ставить, 5-метровый. Уже дальше от конструкции забора будет все зависеть. Поэтому вот такое еще решение. Каждые 3 метра у нас будет стоять закладная по всему периметру. Начинаем укладывать первый габион, да, первый, потому что матрас мы считаем как основание, как цокольный, так скажем, этаж. Вот первый габион метровый идет. Соответственно, как после каждой трети, когда мы забили треть, видите, у нас есть растяжки, то есть сетка перевязывается, держится, фиксируется. Дальше треть и опять так, и потом до конца только забивается. После каждой трети мы фиксируем. Соответственно, вот в таком духе сейчас все рассыпали и начинаем вручную все камушек к камушку уплотнять. Вот наши перемычки. И, соответственно, делается лицо. Красиво, камушек, плоско. Камушек, камушек. Соответственно, мы сделали приямок в этом углу, видите, да? И всю воду отсюда выгнали. Видите, здесь сухо. На снегу видны были бы пятна, если была вода. Соответственно, вся вода у нас там. Вся вода у нас там. Соответственно, сейчас мы дальше насыпаем боем. Ставим помпу, эту воду выкачиваем. И уже с боем отсыпаемся и трамбуем. И завозим мелкий бой, кирпич под основание. Обычно мы не кладем кирпич, мы боем используем, но здесь кирпич, он встанет хорошо, потому что это будет не проезжая часть, да, его не будет раздалбывать, то есть на него просто встанет поверхность габиона и будет стоять. То есть здесь он очень подойдет для расклинцовки, и дальше уже ЩПС. Выводим воду в наш временный дренаж, который мы делали еще летом, вернее осенью, когда делали дорогу. Но засыпана вода уходит под льдом и туда идет по нему. Соответственно, сейчас выкачаем воду, заменим грунт на сухой, сразу боем и закатаем это дело, чтобы было плотное основание, потом уже вода нам не страшна будет. Вот, собственно, наш приямок.
заменен на сухой, специально выкопанный на 40 сантиметров глубже, чем у нас будет 160. Вырыли метр и чуть шмылыку, это как называем. Здесь грунт убрали, сухим заменили. Сейчас бой и прокатаем крупный бой. Будем уже от метра выходить более мелкой фракции. Там мы успели подготовить основание до морозов, до минус 10. Дальше, ну, нельзя работать, не так ЧП ставить. Вот у нас готово основание. Под матрасы, сейчас выставим матрасы. И дальше будем заниматься нашей стенкой. Пока нет согласования по кабелям, у нас Транснефть. И еще 10-киловаттные провода идут, кабеля идут вдоль Мурманки. Соответственно, пока нет согласования, мы пока не трогаем ничего. Вот у нас здесь приямок вырыт, где вода. И эту воду мы потом погоним как раз всю туда, к Мурманке, по нашей дорожной канаве уведем. Пока вот такое решение. Здесь все плотно, здесь воды нет. Соответственно, вчера приезжал геодез, мы отбили ось нашего забора. Вот она идет. И будем выставлять матрасы по ней для дальнейшей работы. Ну, морозы крепчают. Наше желание работать тоже. Так что работаем дальше. Да, при сборке габионов в таких масштабах бывают такие вот, смотрите, видите, визуально завидно, такая яма небольшая. Когда делали стяжку, ее чуть раньше сделали, и когда камнем присыпали, ее габион затянул, это нижняя. Соответственно, чтобы такие моменты исправлять, габион будет разбираться, да? Вот сейчас на всей линии 72 метра, только одна такая у нас ошибка, мы ее исправим, да? Визуально вы ее не заметите потом, но мы так не оставляем, ракет делает красиво, соответственно, мы габион разберем, вытянем и выложим как надо, ровненькой стеночкой по нашей стенке. Так как завтра техники не будет на объекте, потому что рентабельно держать гусянку, да, экскаватор целый день ради там 2 часов. Ну, сами понимаете, это бы увеличило смету заказчику. Ну, нам это не надо в целом, поэтому сегодня максимально то, что можно делать экскаватором, это забьем матрасы и подадим уже на 3-й уровень вязки, то есть 2 слоя по 30 сделали, по 30%, и уже добиваем верха. Сегодня все рассыпет, и завтра уже будет собираться, завязываться крышки здесь и здесь. Работа распределена, чтобы люди в одном месте не толпились. Кто-то занимается вот матрасами, кто-то занимается уже габионами первого ряда. Да, сегодня мы будем заканчивать первый ряд. Вот вяжем крышки и довязывать матрасы по второй стороне. Идет вязочка. Видите, да, крышка еще раз перевязывается. То есть вязок очень много везде. Они почти каждый сантиметр перевязан по осям, по крышке, по граням. Вот такое приспособление у нас называется краб. Крабом мы подтягиваем грани, выравниваем, вытягиваем. То есть покажу чуть позже, как это работает. Вот он, краб. Продолжаем выставлять второй ряд метровых габионов на матрасы. Да, также у нас натянута проволока 20 сантиметров, наш отступ по проекту. И по ним уже будем выставлять, задавать высоты. Вот это наша проволочка. И фиксируется на каждом ребре, чтобы не потерять наш ориентир. Смотрите, мы сняли щиты. Потому что у нас эта стенка готова, она зафиксирована. И поэтому мы снимаем щиты, чтобы материал не перерасходовать, да, чтобы еще доски не вести, еще щиты не делать. Эти щиты пойдут у нас вот на эту стенку. Она 50 метров. То есть здесь еще останутся щиты, разберутся. И будут щиты установлены еще вот на второй ряд. Сейчас второй ряд устанавливается. В конце сейчас покажу. Вот. Соответственно, мы сейчас... Одна бригада ставит метровые. 1,5 метра нижний слой. Вторая бригада ставит верхние полуметровые габионы. Вот, собственно, с другой стороны, видите, уже на готовый габион навязывается следующий уровень. Он идет метр на 0,5. Метр ширина, высота 0,5. Вот. И наши, соответственно, видите, как укрепляются постепенно наши закладные под забор. Они будут стоять просто мертвые. Естественно, заказчики хотят выиграть всегда какую-то, ну, даже сантиметры, да, своей площади. И спрашивают, почему нельзя забор поставить прям близко к габиону. Объясняю, почему. Потому что, видите, у нас из всего расстояние 17 сантиметров. Если мы еще подвинем при фракции 40-70, ну, просто не будет держаться. То есть оптимально 25 сантиметров от отступа от габиона. И тогда у нас будет забор стоять мертвый. Так, сейчас, видите, выравниваем по нашей струне. По струне габионы.
Это 20 сантиметров. И еще 25 до оси. То есть 45 сантиметров до оси от края матраса. Все это выравнивается. И потом уже привязывается, вот видите, к матрасу. То есть 25 сделали, привязали. И так по всей длине. Да, не обратил ваше внимание сразу. Видите, у нас здесь габион немножко вот так вот закругляется. То есть вот углом. Ну, угол более-менее прямой, но на габионом выходит, что немножко поэстетичнее выглядит. Соответственно, это у нас граница участка. Геодезические отметки, да, отбиты. То есть у нас он немножко закруглен, поэтому габионы мы выставляем также. То есть именно все по нашей территории. Соответственно, визуально это будет дальний темный угол. Видно это не будет. Но и место мы не украдем, да. Мы могли выставить прямо вот так вот. И вот метр 3 вы квадратов украли. Смысла в этом нет. Поэтому все, выставляем сейчас дальше габионы по нашей линии. Вяжем. И выставляем с другой стороны. То есть две бригады задействованы. Да, идут работы не только мы работаем, поэтому материал высыпаем максимально, чтобы было удобно всем. То есть вот здесь у нас сейчас материал выгружен. Экскаватор будет стоять здесь. И сможет подавать как сюда, так и на эту линию. Соответственно, еще материал, видите, у нас вдоль рассыпан. То есть он не мешает ни дороге, ни экскаватор. То есть экскаватор вы спокойно брать и подавать. В дальнейшем постараемся материал тоже максимально высыпать на эту дорогу, чтобы дальний габион экскаватор не так далеко ездил. Но учитывая, что мы возим тонарами, да, то прям близко не получится. То есть не высыпать тоже где-то на углу, но чуть поближе. Максимально оптимизировать доставку материала экскаватором. Потому что техника, сами понимаете, не быстрая, но очень функциональная и с большим ковшом. Поэтому все это займет не так много времени. И все заполнится в разы быстрее. Но мы продолжаем работать. Наколотим щиты. Сейчас будем устанавливать их вот на второй ярус над габионами и первый ряд над матрасами. То есть установим, потом выставим по отметкам, закрепим и будем уже забивать. Соответственно, сейчас мы по нивелиру выставляем отметку и всю нашу палубку делаем в отметку. Все подбиваем, выставляем, потом будем привязывать уже и фиксировать. То есть все четко по инструменту делаем, не на глаз. Устанавливать щиты на габион. Естественно, чтобы щиты держались, была опора. Видите, вот такие вот вставочки вдоль всей габионной стенки устанавливаем. Чтобы упор был на что поставить эти щиты, чтобы они держались. И будем привязывать и также оставлять по нивелиру. Подвязывается стенка, да. То есть все выставлено в отметку. Где доска чуть гуляет, но это миллиметр не считается. В целом основание все у нас ровно уровень. Все сразу завязывается. Так, у нас установлены вот габионы. И сзади, по задней стенке тоже, видите, у нас идет опалубка. Просто доска держит, чтобы не распирала. Сейчас мы готовимся к обратной засыпке. Будем делать параллельно засыпкой габионов. И достаем текстиль, расправляем его, чтобы потом грунт, грязь не шла на наши габионы. То есть будет сдерживающий слой из геотекстиля. Поэтому сейчас его натянем, вытащим, где-то позавалило снегом, соответственно, подготовим все к дальнейшей работе. Соответственно, вот видите, текстиль весь поднят предварительно. Уже будем делать обратную засыпку, подтягивать его плотнее, привязывать к второму ряду, чтобы у нас песок, грязь не проникали в наши габионы. Ну и как фильтрующий слой тоже будет нести функцию. У нас сегодня работает техника, и мы второй ряд габионов до первой перевязки отсыпаем техникой. То есть сейчас все просыпем по этому ряду, и первый ряд по дальней стенке у нас тоже пойдет треть будем отсыпать. И пока люди складывают все это дело, вручную укладывают до первой перевязки, мы будем по задней стороне уже первый метр, который уже готов, который уже никуда не денется, отсыпать обратной отсыпкой. Пока люди работают, на первый ряд, видите, до первой перевязки они сделали и продолжают дальше. В это время экскаватор, пока материал подавать не надо, он отсыпает все грунтом, обратной засыпкой. Мы уже вот завезли его, тоже, видите, у нас стоит, чтобы не стояло. То есть техника постоянно работает, все в работе. У каждого есть человека своя зона ответственности, поэтому как, по скорости кто как делает, плюс-минус доделал, перевязочку сделал, досыпали. Доделал, перевязку сделал, досыпали. И в таком порядке вот выкладываем габион. Вот у нас обратная отсыпка, видите, уже метр отсыпан. Сейчас все уплотним.
закончили второй ряд и приступаем к следующему верхнему ряду. Сделали опалубку, выставили все по нивелиру. Сейчас вот материал от снега чуть уберем экскаватором и начнем засыпать этот последний ряд. Тут 0,5 на 0,5. Естественно, подняли текстиль. Единственное, что у нас вот наш немножко косяк, мы, когда была оттепель, немножко его потеряли. Он вмерз в землю где-то просто размерзся, его просто не вытащить. Соответственно, на этот момент будем добавлять. Вот до сюда мы дотянули, и еще метр будем добавлять уже. Мы всегда берем запасом материал, поэтому у нас он есть. И вот его будем просто отдельно добавлять по верхнему ряду. Без текстиля нельзя, да, засыпать. Вот так небольшое перемешивание, да, чтобы убрать снег. Чтобы камень был чистый, и снег ложился уже в наши габионы. Вот такая простая функция, 5 минут, но ее лучше сделать. Как видите, весь камень у нас прошел такую процедуру. То есть он весь от снега освобожден. Так, вот здесь у нас, видите, люди пока трудятся. И под четким руководством, да, прораба Звеневого насыпается пока верхний габион по первую перевязку экскаватором. То есть люди здесь довяжут, здесь довяжут. Пока экскаватор будет досыпать до третьей перевязки, люди пойдут здесь вязать до первой перевязки, чтобы дальше им подавать. Вот, собственно, вяжется вторая перевязка. И будет засыпаться камень. Вот вяжется вторая, вот у нас первая. То есть на метровом габионе у нас две перевязки. Через треть и треть. И уже сверху зашивается. Смотрите, что мы сделали. Мы отсыпали здесь после второй перевязки. И видите, людей здесь нет, никто не работает. Потому что все работают здесь. Мы также отсыпались до первой перевязки. И сейчас люди собирают до первой перевязки, чтобы потом экскаватор в конце рабочей смены им подал уже на завтра работу. Чтобы не ведрами таскать, понимаете? Оптимизация. То есть у нас техника будет задействована. И, соответственно, людям не так трудозатратно будет все делать. То есть мы сверху подадим на второй до крышки материал. Они завтра доделают, довяжут и приступят уже здесь. Тоже доделают. Здесь все подано. Естественно, чтобы... Если бы они здесь сейчас занимались, да, представляете, они просто здесь укладывали, то этот ярус верхний, им пришлось там вручную делать, что очень долго и трудозатратно. Зачем, если можно использовать технику по назначению? Смотрите, габионы все связываются еще между собой. То есть крышки, сначала касаются крышки по периметру, а потом еще все габионы связываются между собой. То есть связка дикая, да, очень много проволоки, очень много перевязок, чтобы все стояло мертво. Мы собрали вот, видите, третий ярус, то есть эта стенка готова уже. Ее останется только выровнять по верхней оси, но чуть гуляет, веревка будет натянута чуть позже и выровнена. Соответственно, сейчас мы снимаем щиты и переставляем их на эту стенку. То есть, чтобы 2 раза не готовить. И уровень у нас вот уже стоит, прям по него будем выставлять верхние щиты. Соответственно, люди его довязывают, а с этой стороны уже все связано, будут становиться щиты. Вот в таком процессе мы работаем. Видите, все выставлено. Все выставлено. И вот на этом моменте, вот у нас идут 0,5 на метр. И вот здесь у нас дальше идут 0,5 на 0,5. Потому что здесь, видите, уже чуть ниже стенка, уже давления нет. И она уменьшается. Здесь будет небольшой перепад, полметра. Сняли опалубку, видите, как красота получилась. Единственное, видите, верхняя грань, она все равно еще гуляет, потому что проволока, да? Выравнивали по опалубке, но где-то все равно гуляет. Поэтому будет натягиваться нитка по всему периметру. И к этой нитке уже краем ровненько вытягивается, чтобы у нас была прямая геометрическая форма. То есть прямая линия будет. Не будет ничего гулять, все лишнее уберут, где-то подтянут, потому что проволока все равно играет. Соответственно, сегодня мы вот выставили опалубку. И будем второй уровень уже заполнять. Видите, как красиво. Монолит. Ровненько, красиво. До встречи.